В древнем мире существовало много процветающих цивилизаций. Они развивались и исчезали, но так и не смогли стать по-настоящему великими державами. Почему же маленькая римская община разрослась до непостижимых для древнего мира размеров? Как из маленького пятнышка на карте Италии в IV веке до нашей эры Рим через 2 века превратился в самую могущественную державу Средиземноморья, а вскоре стал империей? В чем его секрет? Первая причина – обильные возможности для формирования больших римских армий. Какой-нибудь греческий полис мог выставить на поле боя в лучшем случае несколько тысяч воинов, например, могущественные Афины около 10 тысяч. А в Древнем Риме уже в III веке до нашей эры, по мнению Полибия, численность граждан, годных к несению воинской службы, достигала 200-300 тысяч. И еще примерно столько же могли дать итальянские союзники Рима. Тогда государство представляло собой федерацию общин, обладавших разными правами. Конечно, всех их сразу не призывали, но Рим мог одновременно собирать пару армий по 30-40 тысяч воинов в каждой, и при этом еще имел дополнительный мобилизационный резерв. Именно это помогло Риму победить во Второй Пунической войне. У Карфагена была армия, ядро которой составляли профессиональные воины. Их эффективность увеличивалась благодаря военному гению Ганнибала, а расходным материалом в той войне служили галлы, предоставившие десятки тысяч воинов. Но римляне в то время фактически завалили противника солдатским мясом, пока не научились как следует воевать. В чем же секрет многочисленности римских армий? Если греческие города-государства крайне неохотно предоставляли гражданские права чужакам, то Рим, напротив, был открытым полисом. Как писал Тит Ливий, к ним от соседних народов сбежались все жаждущие перемен, свободные и рабы без разбора, и тем была заложена первая основа великой мощи. Становясь римлянами, бывшие эмигранты свысока смотрели на новые волны понаехавших. Но плебеи все же добились гражданских прав, ведь именно они составляли основную массу легионеров, а без них военная мощь Рима могла ослабеть. В войске служили только те, у кого были средства, чтобы приобретать оружие и снаряжение, поэтому безземельные граждане выселялись как колонисты на земли, конфискованные у завоеванных народов, пополняя ряды легионеров и становясь там опорой республики. А мягкий климат Италии и плодородные земли способствовали ускоренному росту населения. Однако в 387 году до нашей эры Рим едва не уничтожило гальское нашествие, которое ранее смело ряд городов этрусков в Северной Италии. Марк Фурий Камил, разбивший галлов, получил почетное звание второго основателя Рима, после первого основателя Ромула. На этом кровавая вражда римлян с галлами не закончилась, а продолжалась более 3 веков. Вторжение Пира, а затем и Ганнибала были очень серьезным испытанием для республики. Но союз италийских общин во главе с Римом доказал свою прочность. Очередное серьезное испытание Рим пережил в конце II века до нашей эры, когда на него обрушились армии германских племен кимвров и тевтонов, которых голод вынудил переселяться на юг. Этим племенам удалось захватить значительную часть Галлии и увлечь с собой часть живших там галлов. 3 германо-гальских войска подступили к границам республики, нанеся несколько поражений римским войскам. Катастрофа произошла в 105 году до нашей эры, когда римлян подвело республиканское отсутствие единоначалия. Римскую провинцию Нарбонскую Галлию защищали 2 римские армии, одна к западу от реки Роны, другая к востоку. При приближении варваров первая армия также перешла на восточный берег, но соединяться с первой отказалась. Когда один из полководцев вел с германцами переговоры, второй в это время внезапно атаковал со своей армией. Огромное германо-гальское войско оказалось сильнее и опрокинуло римскую армию в реку, где легионеры массово утонули. Затем наступила очередь второй римской армии. Оба лагеря были захвачены. Поражение оказалось страшнее, чем при Каннах. Как сообщают римские историки, погибло до 80 тысяч воинов и до 40 тысяч обслуги. Но варвары тогда не пошли на беззащитную Италию. Используя подаренную противником передышку, Рим стал серьезно готовиться к войне. Молодым людям запретили покидать Италию, гладиаторов привлекли для тренировок солдат. В этот момент Гай Марий успешно завершил войну с нумидийским царем Югуртой, и Сенат предоставил ему полную свободу действий. Полководец Марий провел очень важную для армии реформу. Принципиальным нововведением стало то, что в нее набирали неимущих пролетариев, которых вооружали за счет казны. Ранее воины приобретали все снаряжение самостоятельно. Таким образом, римская армия из крестьянской стала пролетарской.
Кроме того, под обещание гражданства и земли в нее стали активно вербовать итальянских союзников. Солдаты стали постоянно тренироваться, их военное снаряжение стало более универсальным, была введена жесткая дисциплина с наказаниями для провинившихся, а обоз был существенно сокращен. Большую часть груза легионеры носили на себе, за что их прозвали Мариевы мулы. Первую победу Гай Марий одержал у городка Аквы-Сикстиевы возле реки Роны. В решающей схватке тевтоны и галлы атаковали римлян, занявших позицию на крутом холме. Контратака вместе с ударом римского отряда в тыл варварам решили исход битвы. Варваров разгромили, их вождя захватили в плен. Тем временем кимвры, проникнув в Италию, оттеснили армию второго консула Катула, но Марий поспешил на помощь и объединил армии. Теперь у него было более 50 тысяч солдат. В ходе битвы при Верцеллах в Северной Италии в 101 году до нашей эры численное преимущество уже было на стороне римлян. Окруженные со всех сторон кимвры не устояли. Германцы были на голову выше итальянцев и физически крепче, причем вместе с мужчинами сражались женщины. Но в бою перевесила численность, дисциплина, подготовка и лучшее снаряжение римлян. По данным римских историков, потери убитыми и пленными у кимвров превысили 100 тысяч человек. Фактически все их племя перестало существовать. Тогда Марий получил титул спасителя Отечества и третьего основателя Рима. Вторая причина успешности римлян – их гибкость и быстрая приспособляемость к изменяющимся обстоятельствам. Испытания лишь закаляли республику, заставляя ее изменяться. Во время опасностей Рим проявлял гибкость и эволюционировал. Он не чурался заимствовать некоторые виды оружия и военной организации у своих противников. Например, тактику деления на манипулы и шахматное построение отрядов в легионах Рим перенял у самнитов, а знаменитый римский гладиус, короткий колющий меч, римляне позаимствовали у испанцев. Во время войны с кимврами Рим вышел на новый уровень. Начался переход от ополчений, собираемых во время войны, к регулярным армиям. Тогда остро стал вопрос о предоставлении гражданских прав союзникам-италикам. Они их получили лишь после ожесточенной гражданской войны. Эта война, получившая название союзническая, длилась с 91 по 88 годы до нашей эры. Кровопролитный конфликт удалось погасить, лишь предоставив союзникам гражданские права. Победители удовлетворили политические требования побежденных. Вскоре италики ассимилировались среди остального населения республики. От их языка до нас не дошли даже словари. Опыт ассимиляции присоединенных народов был очень удачным. Ведь чем шире социальная база государства, тем оно прочнее. Распространение гражданства шло не очень быстро, но процесс уже было не остановить. В 212 году по эдикту Каракалы все свободные жители империи получили гражданские права. Предоставление гражданских прав людям, живущим на присоединенных землях, сильно укрепило римское государство. В результате такой практики освобождение от римского владычества стало ненужным для покоренных народов. Зачем отвоевывать независимость и жить в бедности и страхе перед соседями, если ты стал полноправным гражданином Рима? Рим, как губка, впитывал все прогрессивное, что существовало у покоренных и непокоренных соседей, преобразуя для своих потребностей, изменяя и улучшая. Это коснулось культурных и бытовых традиций, технологий строительства зданий и дорог, армейской военной тактики и вооружения. В то же время к религиозным традициям завоеванных народов Рим относился весьма лояльно. Очень трудно победить государство, которое дает гражданам равные права независимо от национальной принадлежности и вероисповедания, лишь бы только гражданин неукоснительно чтил законы. Таким образом, можно сделать вывод, что секрет успеха и величия Рима был основан на отсутствии межнациональной нетерпимости, на умелом использовании передовых достижений своего времени, а также на рациональном управлении присоединенными территориями, благодаря действенной пропаганде преимуществ римского образа жизни.